Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня я вас побалую. То я вообще ничего не записываю, то сегодня решила позаписать вам немножко побольше. Вот, 2 видео я выложила. Всем спасибо, кто смотрит, за комментарии ваши. Вот, это мы вот с вами делали. Вот видите, как классно. Она не треснула, ничего. Вот она уже почти подсохла, но еще есть где-то вот места, которые не подсохли. Вот она так смотрится. Видите, как классно. И точно знаю, что уже не треснет, потому что, ну, видно по картине. Так, а сейчас я вам хочу показать и поделиться с вами то, что я знаю. Ой, вернее, то, что я узнала. Вот, можно так сказать. Значит, все мы знаем, что у нас поринг медиум. Да, мы покупаем очень дорого, вот как я вам и говорила, я купила вот этот Монмарте, и вчера я это записывала на этом, да, и вам сказала, что, оказывается, это обычный клей ПВА, просто смешанный там со всякими ингредиентами, короче. И вот я сегодня решила показать, может кому-то это пригодится. Значит, это получается замена флоритрол. Флоритрол, который мы покупаем, вот она получается заменой, да, как бы это не то, что там с лаком смешали или что мы будем делать с клеем ПВА. Естественно, сейчас я это все сфотографирую, потому что вам там отражать, ну, не будет нормально видно, но это все клей ПВА. Вот, клей ПВА такой, разные есть. Клей ПВА вот такой. Есть клей, который прозрачный, вот он, Liquid Gum называется, в общем. Есть прозрачный, да, вот тоже есть ПВА такой же прозрачный. Ну вот смотрите, что мы сегодня с вами будем делать. Как раз я давно покупала, значит, вот такой глицерин. И никогда не думала, зачем он мне пригодится. Я вроде бы брала, по-моему, для чего я его брала, я не помню, но, по-моему, то ли для каких-то, по-моему, работ я что-то хотела попробовать, так и не попробовала. Ну вот он у меня уже давно лежит. Я его найти никак не могла, сегодня я его нашла. И думаю, надо с вами поделиться, показать. Смотрите, я еще тут разные поринг медиумы покупала. Вот у меня прям целая тонна здесь всего. То, что я вообще еще и не пробовала, короче. Теперь я буду пробовать все. Вот теперь смотрите. Ладно, долго, а то опять болтать сейчас я буду с вами. Значит, у меня вот такой клей ПВА, которым я работаю. Вот. Видите, написано моющийся, в общем, клей ПВА, пригоден для карт, чтобы заклеивать там, в общем, всякое. Ready Mix Paint, можно даже смешивать Ready Mix Paint, короче, даже краску можно смешивать. Ну вот я когда-то, это у меня уже старый прям вариант, уже 100-летний. Я уже сколько лет, наверное, вот такими пользовалась, а это уже остатки мои, которые остались, уже таких нет. Теперь смотрите, что мы сегодня с вами делаем. Я вот отсюда слила все с этого клея ПВА вот в такую штуку, вот, в большую чашку, потому что буду сейчас мерить. Теперь, я не знаю, вам там будет видно весы мои или не будет там видно, но я вам буду говорить. Так. У меня есть такой контейнер большой, сейчас я все буду смешивать здесь. Теперь, смотрите. У меня здесь вот сама чашка 900, здесь 900 грамм, потому что сама чашка, ну, вот эта чашка, где-то 42-43, я точно знаю, что она была 42-43. Но здесь 946, чуть больше. Так. Вот и мы берем, значит, клей ПВА, да. Сейчас я вам в маленькой покажу, чтобы, наверное, вам было удобно, да. Так, скорее всего. Предположим. Давайте сначала я вам покажу в маленькой, а дальше будем делать. Так, сколько здесь? 2 грамма всего. Мы берем 100 грамм клея ПВА. Я вам просто покажу, чтобы вы уже знали. Можете записать. Предположим, 100 грамм клея ПВА у нас. Уже пошло, ладно, уже много пошло. Так, чуть-чуть больше здесь. Так, 100 грамм как раз, ну чуть больше.
100 грамм клея ПВА мы берем. Вот у меня есть такие чашечки. Сейчас я протру на всякий, потому что они уже давно стоят. Окей. Мы выливаем вот сюда 100 грамм клея ПВА. Вот. Я вам показываю рецепт. Вы можете записать, вы можете сохранить у себя, значит, и пользоваться во благо, вот, чтобы у вас все получалось. Вот я сейчас тоже себе наделаю этого всего и буду пользоваться, потому что многие свои секреты не раскрывают, но вот когда немножко знаешь английский все-таки на каналах, ищешь что-то, пишешь что-то и вдруг что-то находится. Этот рецепт я нашла у художников. Не у тех, кто заливки делает, а у художников. Художники так пользуются. И вот этим. Так, 100 грамм клея ПВА. Так, давайте другую чашку возьму. Мы должны, значит, добавить в этот клей ПВА воды. Вот. Нужно добавить воду. Да? И плюс, вот, мы берем глицерин. Вот он у меня еще закрытый. Видите? Сейчас я его открою. Подождите-ка. Прям целая... Я не знаю. Перчатки мне неудобно будет открывать. Ну ладно. Как-нибудь сейчас я его открою, короче. В общем. Всего несколько капель. Вот у кого есть пипетка, может быть, да? У кого-то пипетка, может, есть. Вот так взяли, прям несколько капель нам нужно, да? Я сейчас возьму, наверное, может, пипеточку возьму сейчас. Да. Вот, смотрите. Я беру пипеткой этот глицерин. Вот. И добавляю вот в этот клей ПВА всего 6 капель, можно 6, можно, ну вот 6 лучше, да, потому что, ну зачем много. Для чего мы добавляем сюда глицерин? Вот раз, два, три, четыре, 5, 6. Ну, вот, можно еще одну, ладно. Вот, 6-7 капелек я добавила. В этот глицерин в клей ПВА. Для чего мы добавляем этот глицерин в клей ПВА? Для того, чтобы он дает, как называется, флю, да? Он же как масло, и он дает как бы флю, как на русском сказать, флюид. Ну вот, короче, хорошо растекается краска, когда мы добавляем вот сюда и добавляем сейчас, смешиваем, и получается краска будет хорошо растекаться. Так, ну смотрите. Я и добавила, да? Ну вот я сейчас размешала чуть-чуть. Окей? Теперь мне нужно добавить воду. Но воду мы добавляем вот из бутылочной воды. Мы не должны добавлять больше 30-35 грамм, хотя бы примерно, чтобы только было воды. Потому что если мы добавим больше, мы можем добавить больше, но если мы добавляем больше, то некоторые там краски какие-то, да, они теряют свои свойства. Вот. Диана так долго рассказывает, лучше бы я не разговаривала, как другие, и лучше просто записывала и показывала вам, и все. Так, ну вот, я сейчас добавлю в тот клей ПВА, мне нужно 35, ну где-то может, вот все, тут 36 пошло, хватит. Вот 36 грамм. Ну, потому что здесь же еще и стаканчик 2 грамма был, да? Вот, я добавляю вот в эту смесь вот эту воду. Все. И хорошо размешиваем. Прям хорошо-хорошо размешиваем. Вот. Сейчас я вам слегка так... Это надо делать не сразу, когда вы начинаете делать заливку, да? Вот, ну, перед тем, как делаете заливку, размешали. Вы должны делать вот эти вот, ну, вот это вот, значит, клей ПВА с водой до того, хотя бы за несколько часов. Потому что, видите, вот,
пузыречки, господи мой русский, пузырьки, короче. Видите, вот много. А когда он постоит, он уже вот это все осядет и будет нормально. Сори за мой русский, честно, я год пожила там, в Армении, уже и русский забыла, и английский, и вообще все на свете. Вот, смотрите, какой он получился, видите? Вот. Вот это вот наш поринг медиум. Вот такой же, как и вот этот вот. Как и Монмарте. Вот Монмарте вот как раз-таки вот так и сделан. Ну, сюда они еще бендер добавляли, в общем, но у меня нету этого бендера, поэтому вместо бендера я добавила глицерин. Вот, дорогие мои, супер. Вот, трескаться не будут картинки вообще никак, потому что глицерин не даст это сделать. Ну, естественно, нужна консистенция, короче, опять я это слово не могу сказать, не выучу я его. Вот, чтобы, ну, как вы хотите. Если вы размешиваете краски, да, предположим, вот, ну, давайте попробуем размешать краску, предположим, да, сейчас я размешаю краску одну. У меня весь жир сейчас. Ой, ну, давайте вот эту синюю размешаем. Ладно, уже, хотя сейчас мне не надо размешивать, но я вам размешаю и покажу. Вот смотрите, значит, если мы добавляем, вот, ну, вот столько, предположим, вот сейчас я добавляю, вот, да? Я думаю, что очень многим это пригодится. Я надеюсь, что я кому-то смогла помочь, кто не знает, особенно те, кто только начинает. Вот видите, если бы я дала постоять, естественно, уже вот этого бы не было. Видите, он какой-то такой, как пенка стал. Но надо дать постоять ему, а потом уже только заливать в бутылочку. Вот, смотрите, видите? Это глицерин так делает. Вот, предположим, мы размешиваем краску. Так, сейчас я возьму какую-нибудь такую палочку сюда. Ну, давайте любую, ладно. Вот, мы размешали краску. Если вы видите, предположим, там, ну, что она у вас чуть погуще, или вам надо чуть пожиже, да, не обязательно добавлять больше вот этого. Можно добавить просто водички. Прям чуть-чуть, граммочку водички, и она у вас будет нормально. Вот смотрите, видите, вот. Вот она такая вот получилась. Видите? И обязательно я вот сейчас сделаю все, я вам покажу, как можно будет, ну, как получится вот с этой заливки, как получается из этого. В общем, это вам с клея ПВА. Я вам показала. Сейчас я буду себе размешивать, поэтому я не думаю, что так много надо вам это, ну, показывать все. Дальше. Теперь смотрите, это мы сделали. Вот я сейчас все размешаю. Дальше, чтобы уже долго не ходить. Вот такой простой клей ПВА. Это вот у меня простой ликвид, да? Такие же есть клей ПВА. Прям написано клей ПВА, просто прозрачный. Это то же самое. Мы делаем так. Ну вот, так же делаю, да? Также 100 грамм, если я, например, на 400 грамм, вот здесь, например, у меня 400 грамм, предположим, я всю бутылку вылью, ну, уже не буду я показывать, 400 грамм выливается, на 400 грамм всего 100 миллилитров воды. Ну, вот, наверное, сделать, что ли, или как, я не знаю. Ну, в общем, сами попробуйте. На 400 грамм 100 миллилитров воды. Ну, вот, предположим, сейчас посмотрим, сколько здесь у меня будет. Потому что сам клей, и так он уже, он и так жидкий, видите, какой жидкий. Сюда много воды не надо. Но сюда надо добавить опять же, маленькую ложечку глицерина, или же, ну, так же, как несколько капель глицерина. Сейчас посмотрю, сколько здесь. Ну, давайте на 100 грамм сделаем. Опять же, на 100 грамм. Опять я добавляю сюда глицерин. Вот, 100 грамм, предположим, там вместе с чашечкой, да. Я опять добавляю туда глицерин, несколько капель. Ну, предположим, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, куда я пошла? 6. 5 надо.
Ладно. Пошла себе считать. В общем, 5 капель. О, Господи. Ну это же Диана ей же. Надо же все. Вот. Все, размешала. Видите, он, так как он у меня жидкий, я могу вообще не добавлять. Но вот когда клей ПВА, там написано, и он немножко густоватый. Есть белый клей такой, он немножко густоватый. Можно добавить прям чуть-чуть водички. Вот я сейчас сюда все равно добавлю, потому что надо, чтобы она была с водичкой чуть-чуть. Вот. Вы можете просто записать себе рецепт на 400 милли вот такого клея. Одну ложку можно, маленькую совсем ложку глицерина и 100 миллилитров воды на 400 клея. Вы запишите у себя или хотите, я запишу. Вот. Все. И это тоже можно делать вот этой вот. Тоже можно сделать вот такой же, значит, микстуру. Вот. Сейчас я вам попробую сделать. Подождите, только я возьму. Просто я не думала, что я буду сейчас размешивать краски. Где у меня? Вот. Так, ну давайте попробуем вот из этого. Все, вот у нас уже pouring medium готовый. Видите? Вот это готовый. Так как внутри глицерин, он не будет, ничего с ним не будет, короче говоря. Так, сейчас размешаем. Ну давайте попробуем опять синий, что ли, размешать. Что-то много синего. Ладно. Опять же. Вот. Я добавила краску. Это зависит от краски. Если она немножко жидкая, то чуть меньше вы добавляете. Если больше, чуть больше. Что же вам говорит? Вот. Здесь уже, видите, много я добавила. Конечно, я сейчас вся в клей. У меня все руки клеются, заклеиваются. Ну, что делать? Зато я вам показала. Вот. Смотрите. И вот то же самое, оно будет смешиваться так же, как с клеем ПВА. Вот. Мы можем делать заливку. Вот, по-моему, есть канал такой Jelly Cube, что ли, или как она называется. Вот она тоже там с белым клеем делала, показывала. Но просто она не говорит, что она там глицерин добавляет, не добавляет. Вот. Видите, это это жидкий. Мы можем чуть больше добавить краски сюда, да, или чуть меньше жидкости, и у нас опять получится флюарт. Вот. Все, я вам показала, рассказала все секреты. Сейчас я буду себе тут химичить, сделаю вот такую целую прям эту штуку, коробку, и потом уже буду работать вот с этими медиумами, которые я сделала сама. И тогда уже буду вам показывать, как они получаются. А теперь всем пока-пока. Ой, там сколько я уже записала, уже 17 минут опять. Все, всем пока-пока. Спасибо всем, кто смотрит меня. Пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. С большим удовольствием вам отвечаю. Всем пока-пока.